Дорогие друзья, Давайте как есть. Идет война, Путин напал на Украину. Путин угрожает ядерным оружием. а еще Путин пытается сделать так, чтобы все думали, что на Украину напала Россия, то есть все мы. Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, всегда просил нас смотреть на большую картину происходящего, выныривать из потока новостей и видеть широкую перспективу. Большая картина заключается в том, что трагедия братоубийственной войны против Украины станет определяющей для будущего Европы на десятилетия. Подобно тому, как на протяжении поколений мировую политику определяли последствия трагедии Второй мировой войны. Именно в эти дни решается, каким окажется место России в этом будущем, в учебниках истории 21 века. Если пустить все на самотек, это будет место страны-агрессора, страны-изгоя, страны, которая на протяжении поколений будет нести ответственность за свои преступления. Но ход истории еще можно изменить. Это можем сделать только мы с вами. Владимир Путин со своим местом в истории определился. Он войдет в нее как международный преступник, террорист и убийца. Он хочет навязать этот выбор и всем россиянам. Утащить нас всех за собой на дно позора. Но Путин — это не Россия. Мы его не выбирали, он нас не представляет. Много лет мы, команда Навального, вели борьбу против Путина, расследовали коррупцию самого Путина и его окружения. Боролись с ним на выборах, выходили на протестные митинги по всей стране. И сейчас мы не хотим быть с ним в одной лодке, которая идет ко дну. Мы призываем всех россиян к гражданскому неповиновению ради будущего нашей страны, ради будущего каждого из нас лично. Через несколько лет нынешние дети спросят родителей: мама, папа, а что вы делали, когда Путин начал войну? Ведь вы не поддерживали это, правда? Ну скажите, что это правда. Подумайте о том, что вы ответите детям. Смысл гражданского неповиновения в том, чтобы показать: Путин ведет войну не от нашего имени. Мы против Путина и против войны. Несогласных с Путиным в России большинство, и каждый может что-то сделать. Нет никакого одинакового для всех образа действий, но есть универсальный принцип. Не молчите, не будьте равнодушными. А еще Не бойтесь. Помните, чем нас больше, тем меньше для каждого риски. И не надо говорить: я простой человек, ну что я могу сделать? Можете, всегда есть варианты. Время думать и время бороться с Путиным. Если вы военные, не выполняйте преступных приказов. Помните, что ваша жизнь для Путина ничего не значит. Если вы работаете на государство и можете от этого отказаться, откажитесь. Если у вас есть знакомые, которые верят пропаганде, поговорите с ними и переубедите. Если вы располагаете важной информацией, присылайте нам, чтобы мы донесли ее до всех. Готовы публично высказаться в соцсетях? Высказывайтесь. Готовы выходить на митинги? Выходите. Мы будем информационно поддерживать любые митинги и компенсировать штрафы. Каждый выберет для себя, как ему действовать, но каждый должен сделать хотя бы что-то. И тогда эти индивидуальные действия сложатся в коллективный отказ от поддержки преступной войны. Которую Путин развязал якобы от нашего имени. Не молчите, сопротивляйтесь, не помогайте Путину, Ради нашего будущего мы обязаны показать всему миру, что Путин — это не Россия.